Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Полина. Что в имени тебе моем? Ты оцени груди объем. Не ругайте меня, что я режу такое красивое платье. Оно стало узким в груди, все покрылось катышками, на спинке поехали петли, под мышками появились пятна. Носить его уже никто не будет, но выкидывать жалко. Будем резать. Самое главное – остро заточенные ножницы. Если чувствуете, что режут плохо, то можно ими минуту с усилием резать край стакана или фарфоровой чашки. Режем полоски, а потом прорезаем их под углом, чтобы все полотно было разрезано по спирали и получилась длинная трикотажная пряжа. Ширину полосок определяйте сами. Потяните и посмотрите, удобно ли вам будет работать с такой толщиной. Ну и учтите, что это все-таки будет коврик, а коврик должен быть толстеньким и плотненьким. Когда остается небольшой кусочек, то его также режем по спирали, но от краев по кругу к центру. И сразу готовим клубочек. Я не даю одного рецепта. Смотрите сами по тому материалу, который у вас есть. Узкий рукав с одним швом. Нам не нужны лишние швы. Их лучше убрать. И также резать по спирали. Это старые колготки. Отрезаем протертые места. Всю штанину также режем на полоски, не дорезая до края 2-3 сантиметра. А потом делаем надрез под углом и получаем длинную трикотажную пряжу. Сами понимаете, что здесь самый долгий и сложный процесс именно заготовка пряжи. Берегите руки. Если домашние способы реанимации ножниц не помогают, то хватайте ножницы, вооружайтесь своей самой очаровательной улыбкой и идите в ближайшую мастерскую по изготовлению ключей. Там за небольшие деньги ваши ножницы профессионально заточат, иначе кровавые мозоли обеспечены. Всю пряжу сматываем в клубочки. Для вязания понадобится толстый крючок. У меня это номер 6, но можно взять и больше. Я себе помогаю, еще и пальцами подтягиваю петли. Набираем цепочку из 6 воздушных петель, замыкаем в кольцо, делаем одну воздушную петлю подъема и начинаем вязать по кругу. Для этого в каждую из 6 петель мы делаем по 2 столбика без накида. И у нас должно получиться 12 петель. Тут главное не сбиться, потому что если в самом начале петель получится меньше, то круг не будет лежать, выйдет на конус. А если наберете лишнее, то потом край пойдет волной. Когда заканчивается эта трикотажная пряжа, то можно ее продолжить, привязав или пришив продолжение. Но, девочки, это коврик. Узлы я прячу наизнанку. Они потом все равно притопчутся, так что я даже и не заморачиваюсь по этому поводу. А вот фабричные швы
лучше спрятать. Стараться подгибать края внутрь. Так вяжем и вяжем дальше. Должен получиться круг диаметром примерно 20 сантиметров. У меня все клубочки были одинакового размера. И кружочки-заготовки тоже получились примерно одного диаметра. Раньше я вязала коврики из ленточной футболочной пряжи, но делала их цельными, большими и полосатыми. А сейчас захотелось придумать что-то новенькое. Тем более, что некоторые не любят эти вязаные деревенские бабушкины коврики. Девочки, для тех, кто знал, для тех, кто не знал, и для тех, кто не знал, но забыл, напоминаю, как надо вязать по кругу. Первый ряд 6 петель, второй 12, потом 18, 24, 30. То есть в каждом последующем ряду прибавляем равномерно по 6 петель. В этом случае у нас получатся именно хорошие плоские круги. Раскладываем заготовки в том порядке, как подскажет ваша фантазия, и сшиваем их между собой иголкой с ниткой. Девочки, обратите внимание, я шью с наперстками. Специальные, очень удобные силиконовые наперстки. Работу облегчают в разы. Мне в комментариях под видео с ковриком из старых футболок одна дама так презрительно написала: «Фу, и зачем нужны эти пылесборники?» Я сначала обиделась, что мой труд так пренебрежительно оценили, а потом поняла, что да, мне действительно очень нужен в прихожую такой пылесборник, чтобы вся уличная грязь на нем задерживалась, а не растаскивалась по всему дому. И то, что крупные дырки на нем, это замечательно. Песок, отсев, мелкие камушки как раз останутся на полу. Коврик вытрясти на улице, песок замести веником, пол подтереть. Коврик небольшой, компактный. Я такие уже стирала в стиральной машинке. Если коврик получится большой и крупный, замочить в ванной, прополоскать. Потом поперек ванны положить палку, на нее накинуть этот коврик, пусть стекает. А в саду, если будем его использовать, так там вообще просто. Замочить в воде со стиральным порошком, прополоскать и повесить на заборе. Зачем я все это рассказываю? Да потому что это самый задаваемый вопрос. Иногда мне кажется, что злые комментарии пишут просто ленивые люди. Матушка лень зовет. Это как в басне Ивана Андреевича Крылова «Лиса и виноград». Помните ведь? В общем, не надо откладывать долги в ящик. Уменьшаем количество мусора на планете, даем вторую жизнь старым вещам. Всем удачи в творчестве. Я пошла готовить новый мастер-класс, а вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!